Привет! Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть в нем обязательно будет все намного лучше, чем сейчас. И чтобы год уходящий запомнился хоть чем-то хорошим тоже. Сегодня сделаем необычное видео. Есть у меня такая коробочка. Проехала она порядка 7 стран, чтобы оказаться у меня в руках. И я снял все рекламки. Давайте сделаем анбоксинг. Первый анбоксинг на канале. Не знаю, кому нужен этот контент, но то, что находится внутри коробочки, обеспечит много контента в ближайшем году, надеюсь, не только. Погнали! Упакована она достаточно хорошо, она еще немного такая увесистая. Я всякие рекламки подклеивал и ничего не трогал. Ее сильно не калашматило, и это меня очень радует. Здесь на фоне достаточно интересный получается опыт, поскольку у нас обзор шкаф. Так, все не супер удобно, но давайте пробовать. Что дальше? Что открывается дальше? Ага, что вот эта рекламная штука. Если у вас есть предположение, что же там, то ставьте паузу, пишите в комментарии. А после видео пишите второй комментарий. Получилось ли у вас угадать или нет? Посмотрим. Дичайше неудобно. Места у меня нету, даже стола. Не то что красивого, а вообще. Так, дальше. Какие сложные коробки-то нынче пошли. Как их открывать? Все-таки здесь надо прорезать. Ну что, достаточно? Достаточно, друзья. Момент истины. Вот такая красота нас встречает. Думаю, многие догадались уже по брендингу. Dirty Wave M8. А кто не догадался, давайте посмотрим, что это. Упаковано круто, места лишнего практически нет. Тут есть QR-код. Ну и такая прикольная коробка. Прикольная коробка, это хорошо. Уберем. Ха. Я, признаюсь, еще не видел такую упаковку. Сделаю себе настоящее новогоднее украшение. Так. 2, 3, 4. Вот это красота. И у нас здесь кейс в грипере. Ну, ничего такой. И куча барахла. Любой уважающий себя котик будет счастлив от такого количества упаковки. Гриппер. Ну, даже не сильно китайщиной пахнет. Так. Можно сделать вот так. Вот так. Все закрою. Ладно. Так, ну чё, кейс. Кейс кайфовый. Ну-ка, ракурс. Кейс кайфовый. Тут даже есть брендинг. Такая штука. Рельефная, интересная. Но он все равно немного да увесист. Ладно. Хватит трепаться. Attention, connect to USB to start M8 for first time. Значит, как что настроено. И M8K Command. Тут намного больше сочетания клавиш. Это весьма прикольно, что они есть, потому что на геймбое, когда ты написал кучу треков,
паттернов, и потом хочешь все это дело удалить. Я раньше как балбес, брал паттерны и вот так вот удалял. Выделить и удалить. И только потом Пурли Грей рассказал мне, что можно Select B выделить все и Select A удалить. И я знать этого не знал. А вот тут теперь, получается, буду знать. Так, погнали по барахлу. Наклеечка. Dirty Wave. Стикеры, это классно. И такой глянцевый прозрачный стикер. Не знаю, видно, не видно. Трясется, не трясется. Как его показать? Во, чуть-чуть видно. Круто, два шикарных стикерочка у нас есть. Упаковано все кайфово. Флешка, адаптер, Add+, USB провод. Он тряпичный, классный мини-USB. Тряпичный, кайфовый, хороший провод и не такой километровый, как у меня сейчас есть. Это радует. Хотя, по-моему, уже все на Type-C, никаких micro-USB нету. Дальше MIDI провод. MIDI коннектор старый 5-пиновый на Jack 3.5. Эта штука удобная, у меня такой есть от Polyend. Он обязательно пригодится, больше не меньше. Так, супер штука, как в ботинках из-под обуви. И что ж, самый главный наш девайс. Прям ощущаю кайф. Ну, кейс крутой. Влезет ли в него геймбой? Геймбой в него нифига не влезет, что сразу дает вам некое представление о габаритах. Ну, что ж, ладно. Ну и вот он, виновник. Такой пакетик кайфовый. Прям как будто для золота. Ну что, посмотрим. Первый запуск. Ох, а что тут завязано? Не, ничего не завязано. Надо просто посильней. Ох, друзья, я ждал этот гаджет в руки около 2 лет. Потом я увидел его живьем, когда приехал STN, и подарил мне плату Тинси, которую я спустя 1,5 года экспериментов и благодаря вашей помощи сломал. Я хотел все это дело спаять, но у меня не получилось. Ну что ж, M8 трекер. Вот такой вот он. Серийный номер устройства. Это 6995 M8 в мире. Модель номер 1. Как он классно клацает. Так, что у нас есть? Аудио. Выход, вход. Все на 3.5. USB и MIDI. Выход, вход. SD-карта в комплекте. Ой-ой-ой. Как туго. Здесь у нас SanDisk Ultra 1 класс. 32 гига. Что ж, это очень приятно. Там должны быть, наверное, сэмплы, демо-трек и прошивка. На флешке это все, что копится. И рельефная, прикольная, непонятная кнопка включения. Здесь по клавишам будет индикация батареи. Клавиши Shift, Start, Option и Edit. Ну что, давайте запустим наш M8 в первый раз. Красота, 2 динамика. Обратите внимание, это супер, потому что у Polyend, на котором сейчас стоит телефон, динамиков 0. Так, ну он приятный. Что еще сделаем? Конечно, сравним с геймбоем. По ширине M8 больше. Вот настолько. А по высоте меньше.
Вот настолько. Вместе устройство выглядит, ну, конечно, футуристично. Так, прорезинено. Значит, сзади он не движется со стола. Очень удобно. И защитка по бокам. Кайф. Так. Управление интуитивное, все как в LSDJ. Перемещаемся, проекты, микшер, настройки, 8 каналов, чейн, фаза, инструменты, таблицы инструментов. Так, грув, микшер. А где? Здесь таблицы. А где наши эффекты? Scale. Добавили scale. Теперь есть пентатоника. Ничего себе. Так. Много настроек. Но это ладно. Это я вам контента еще наделаю. Давайте послушаем. Ну, звук, конечно, с динамика, да и ладно. Общий выход на Е, он так орет. Максимум. Ну чё, он очень громкий. И очень тихий. Это удобно. Трогать его приятно. В общем, такой прикол. Думаю, вы представляете, насколько это классно и радостно для меня, и даже для этого YouTube-канала. И, к примеру, сравним с Polyend трекером. M8 даже меньше дисплея у Polyend трекера. На мой взгляд, два этих девайса практически идентичны, не считая форм-фактора, интересного джога, наличия клавиш, но по большому счету для меня 8 каналов, не считая эмуляции и прочего, работы с сэмплами, без грануляра, это очень похожие устройства, и они смело находятся в одном классе музыкальных инструментов, на мой взгляд. Я думаю, теперь можно сделать обзор на Polyend, ну, по крайней мере, в чиптюне, и как именно я им пользовался, на M8 сравнить. Если думаете, что это хорошая идея, то пилите комментарии. Все, не буду больше затягивать. Очень круто, теперь хочется быстрее что-нибудь написать. Желаю вам, чтобы год 2022 тоже закончился на какой-нибудь хорошей позитивной ноте, чтобы 23-й начинать уже хоть с каким-то запалом энтузиазма и внутренних сил. Приглашаю вас 31 декабря на Bliplove Inline Fest. Он будет на канале. Мы презентуем новый сборник от лейбла. 17 композиций, 7 стран. Bliplove Volume 7. Достаточно легендарное событие, потому что номерной сборник выходил года 3, наверное, назад. В том году был спешл, и все. А также непосредственно видеосеты самого инлайн-феста, чатик, и весело проведем время. Новый год для одиноких и настоящих поклонников чиптюна. На этом все. Пишите, слушайте только хорошую музыку. Радуйте своих родителей, котиков, собачек и кроликов. Пока-пока.